Всем привет! В прошлом видео я рассказывал вам о том, как из non-gradable прилагательных сделать сильные non-gradable прилагательные. В частности, мы говорили с вами о наречиях, усилителях. И у меня к вам вопрос. Если у вас есть прилагательное tiny, крошечный, как из него сделать еще крошечнее чего-нибудь? То есть нам мало сказать, что your apartment is tiny. И вы хотите сказать что-то типа My apartment is very tiny. Очень крошечная квартирка. Как бы вы это сказали по-английски? Я вам уже даю понять, что very здесь работать не будет. Если вы не смотрели мое видео на прошлой неделе, сейчас самое время туда, так сказать, бегом. Берете и шлепаете adverb absolutely или really. My apartment is really tiny. Or my apartment is absolutely tiny. Все. Easy-peasy. Cover girl. Сегодня мы с вами поговорим про прилагательные. Как вы уже знаете, прилагательные в одном языке могут отличаться от того, что эти же самые прилагательные подразумевают и как они используются в другом языке. Мы с вами как-то говорили про прилагательные наглый. Сегодня пришла очередь поговорить про такое прилагательное, как смекалистый. Из смекалки мы делаем прилагательное человек смекалистый. Ну и также посмотрим прилагательные, которые очень близки к нему по определению. То бишь находчивый, сообразительный, изобретательный. И по традиции, чтобы нам понять, как интерпретировать смекалистый на английский язык, мы обратимся сначала к словарю русскому и посмотрим, что же это за такой человек смекалистый или находчивый. Ресурс грамота.ру повествует нам следующее. Находчивый или смекалистый человек – это человек, который умеет быстро соображать и легко находить выход из трудных ситуаций. Ну, с меня писали. Шутка. Я теперь после каждой шутки буду говорить, что это шутка, потому что, почитав в комментарии, у людей с чувством юмора не очень хорошо, потому что я это все иногда говорю с очень таким straight face, и чтобы не было двусмысленности. Зная прилагательное в русском языке, теперь попробуйте себе, поставьте это видео на память и поковыряйте в кладовых памяти. Я понимаю, что сейчас выходные кладовые памяти опустели, но тем не менее, вдруг у вас что-нибудь получится. Так сказать, накидайте на салфетку или просто про себя подумайте, как бы вы интерпретировали это слово. Смекалистый, я имею в виду человек или человек находчивый. Но только так, чтобы было понятно большинству людей. У вас на это есть, кстати, 5 секунд. Время пошло. Первое прилагательное – это resourceful, или иногда его еще произносят как resourceful. Так вот, человек resourceful, вы можете проследить здесь логику от слова resources. Какие-то ресурсы у человека есть, то есть он умеет вовремя собраться и все эти ресурсы направить в нужное русло для того, чтобы, вспоминаем определение, решить какую-то проблему. Are you a resourceful person? She's very resourceful. Так вы можете очень простенько выстраивать короткие предложения. Из прилагательного resourceful, а почему это прилагательное? Потому что суффикс full, словообразование, мы можем сделать существительное. Подумайте, как нам поменять окончание у этого слова, прилагательного, чтобы оно превратилось в существительное. Совершенно верно. Нам надо добавить окончание ness. Resourcefulness. Так вот этот вот термин resourcefulness – это то, что в русском языке мы называем смекалкой, ну или находчивостью, ну или сообразительностью. Теперь, очень часто в русском языке мы говорим «и я смекнул в той ситуации, что бла-бла-бла», или «она смекнула, что бла-бла-бла». И тут мы задаемся вторым вопросом. Окей, то есть если смекалистый resourcefulness. Ой, подождите, а глагол-то как сделать из этого? Все, караул. Hold on to your pants. Здесь нам нужно подумать. Я смекнул. Каким синонимом вы можете заменить это слово? И очень часто, когда у нас мысли возникают на русском языке, коли это наш родной язык, нужно гнать их прочь ссаными тряпками. И пытаться адаптировать это к английскому языку. Я смекнул. Что я сделал? То есть я что-то там допетрило до меня, дошло, я понял, я осознал. О,
И тут сразу же все ваши чакры открылись, и вы выдаете, ага, я смекнул. Получается, если фразовый глагол I figured out, или просто I figured, я смекнул. Либо еще проще, самое нейтральное слово I realized. И тут до меня дошло. I realized, I figured out. И это будет ваше я смекнул, то есть я понял, уловил или сообразил. Еще можно туда добавить, это согласно опять же словарю русского языка. He's street smart. Street smart это тоже в ту же копилку. Street smart – это человек сообразительный, знающий жизнь и умеющий вызывать в сложных городских ситуациях. He is street smart. Ну, в русском языке то же самое есть у нас. Это тоже можно отнести к смекалке, но уже, видите, немножко ответвление идет. Либо, если человек умело обращается с деньгами, вы можете про такого человека сказать He is money smart. Are you money smart? Продолжая тему умелого обращения с чем-нибудь, мы можем также использовать слово savvy. Savvy может быть двумя частями речи. Savvy как неисчисляемое существительное. А о чем вам говорит приставка неисчисляемая? Правильно. Артикль «а», обозначающий «один», ставиться не будет. Savvy существительное, то есть это умение, знание какое-то, практическое, именно focus on practical knowledge, сообразительность. Либо savvy как прилагательное. Какой? Savvy. И savvy очень часто работает как приставка, если оно прилагательное, и к нему присоединяются такие слова. Ну, самое, наверное, распространенное, вы знаете, tech savvy. His grandma is surprisingly tech savvy. Его бабуленция очень подкована или хорошо разбирается в компьютерах, в гаджетах, в разных девайсах. Все, что касается компьютеров, фотоаппаратов, телефонов, you name it. Tech savvy. Еще есть словосочетание business savvy. Are you business savvy? Financial savvy. Финансово грамотный. В русском языке у нас есть словосочетание. Так вот, he is financially savvy. Нам нужно уже поменять это все. Financially savvy. Он финансово грамотный. То есть вы можете у человека спросить How money smart are you? How money smart are you? Насколько вы финансово грамотны и подкованы, умеете правильно обращаться с деньгами? Либо How financially savvy are you? I want to become financially savvy. Говорите вы, стоя у зеркала с утра. I want to become financially savvy. Хочу стать финансово грамотным. Помогите! Кто сказал, что прилагательное savvy или существительное savvy вы не можете использовать как a standalone word, само по себе, без всяких приставок? He is savvy. Are you computer savvy? He is computer savvy. Он хорошо разбирается в компьютерах. И вот вам перевод. Savvy – это когда вы хотите сказать «я хорошо разбираюсь в чем-то», в чем-либо хорошо разбираться. Но вы также можете использовать выражения, которые вы выучили в школе, в начальных классах. Good at. Например, I'm good at computers. Я хорошо разбираюсь в компьютерах. То есть, computer savvy какой? Либо good at computers. He is politically savvy. He is politically savvy. Он отлично разбирается в политике. Либо he's very good at politics. Обращаю ваше внимание, куда падает ударение в слове politics. He's very good at politics. He may not have a degree, but he's very street savvy. He may not have a degree, but he's very street savvy. Может быть, конечно, и образования высшего у него нет, но он очень хорошо в жизни хорошо разбирается, знает жизнь. Наученный жизнью и, может быть, горьким опытом, уличным каким-либо, без высшего образования. То есть, если у вас спросят чего-нибудь там, а у вас образования нет, вы можете сказать I'm street smart or I'm street savvy. To wrap it up. Итак, находчивый, смекалистый, изобретательный. Слово одно. Resourceful или resourceful. You can do incredible things with almost no money if you have an inventive and resourceful team. Вы можете горы свернуть, достичь больших успехов с минимальным количеством финансов, ресурсов денежных. Если у вас есть изобретательная и смекалистая, находчивая команда, то есть вы работаете с такими людьми. Так вот, здесь было слово inventive. Вот это вам, пожалуйста, прилагательное изобретательный, inventive. Но здесь
калька от глагола to invent – изобретать, или invention – изобретение. Также я напоминаю, что у меня есть Instagram и есть Telegram Kirill's_English. Если вы хотите индивидуальные онлайн-уроки со мной, в описании под этим видео есть все ссылки. А я желаю всем отличных выходных. Пока!